you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные внутриканальные наушники от компании Nichi Hi-Fi под названием Quantum Wanderer и стоимостью $79. Ну и приходят они в небольшой по габаритам коробке с минималистичным оформлением, где на лицевой части имеется логотип компании, а сзади есть график частотной характеристики. Ну и за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм и один драйвер костной проводимости, а чувствительность составляет 104 дБ, и они получили сопротивление 15 Ом, поэтому на раскачку эти наушники будут очень легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Один набор силиконовых амбушюр. Ну и инструкция по использованию наушников. Эти наушники получились очень небольшие и были выполнены из черной смолы с очень ярким оформлением лицевых панелей с кучей кристаллов, дополнительно украшенных серебристыми логотипами. Ну а здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, рядом с которым располагается первое отверстие для компенсации, а второе находится уже здесь, на внутренней части, поближе к звуководу, который был выполнен из металла и имеет длину около 4 мм, диаметр 6 мм, и получил хорошо выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр, а также он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Ну а поскольку эти наушники очень небольшие, то и с посадкой у них полный порядок. Они обеспечивают хорошую фиксацию в ухе и нормальную звукоизоляцию. Ну а если вы слегка заденете или постучите по корпусу наушников, то вы услышите характерный резонанс от драйвера костной проводимости, который тут был использован, поверьте мне, совершенно не для галочки. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Nichi Hi-Fi 42 Quantum Wanderer. И первое, что мы здесь видим сразу, это явное усиление низких частот на 8 дБ с плавным и грамотно выполненным переходом к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено почти четко на уровне моего таргета. Поэтому эти наушники при длительном прослушивании меня не утомляют. Но при этом они все же обладают насыщенной и в меру энергичной подачей вокала. А вот высокие частоты тут оказались прям неожиданно хороши, поскольку они крайне продолжительные и не имеют каких-то явных пиков и серьезных провалов, и плавно сдухают лишь только после 15 кГц, что является прям отличным результатом. Ну а теперь давайте обсудим, как все это будет ощущаться уже на практике. Ну и начнем с низких частот, которые в этих наушниках получились не самыми басхедными из всего, что я слышал за последнее время. Тем не менее, ребята, это именно тот самый точный, быстрый и чистый аудиофильский бас, который способен порадовать вас как своей текстурностью, так и хорошим уровнем контроля, где сабас обладает вполне достаточной глубиной, но мидбас получился панчевым и очень хорошо собранным. При этом подача ощущается предельно прозрачной, чистой и весьма сбалансированной, и без какого-либо лишнего акцента на количество. И сразу вам скажу, что да, здесь хоть и ощущается работа драйвера костной проводимости, но реализована она здесь очень аккуратно и ненавязчиво, лишь слегка добавляя звучанию плотности и телесности. В общем, низкие частоты здесь не про максимальную какую-то басхедную массивность, а скорее про качество, точность и удовольствие от прослушивания. А вот серединка здесь точно понравится всем любителям той самой задорной, энергичной и эмоциональной подачи, когда вам буквально хочется включать трек за треком и просто наслаждаться музыкой. И она прям обладает хорошим насыщением, отличной динамикой и очень приятно передает характер любых композиций. Причем одинаково хорошо это работает как с более тяжелыми жанрами, где важна как раз таки энергия, напор и драйв, так и с чем-то более легким, атмосферным и даже мелодичным. К тому же вокал звучит достаточно естественно и выразительно, но инструменты радуют хорошей телесностью и читаемостью. И в итоге получилась тут прям очень такая живая и увлекательная середина, которая оставляет после себя действительно много эмоций. А вот высокие частоты меня здесь действительно
действительно удивили. И вы, наверное, хотите спросить сейчас, почему? Да все потому, что, ребята, для своей цены они тут получились безумно детальными, чистыми и даже слегка искристыми. При этом они обладают отличной техничностью, высокой прозрачностью и каким-то огромным количеством воздуха. И за счет этого здесь очень хорошо прослушиваются различные микронюансы, послезвучие и реверберация на фоне. И благодаря этому музыка в целом воспринимается в этих наушниках более открытой и информативной. Да, подача получилась достаточно такой аналитичной и ориентированной на детали, но при этом я отмечу, что она не переходит ту самую грань, за которую начинается откровенный дискомфорт, как у более светлых и чрезмерно ярких по подаче моделей. И это, как по мне, очень важно. Ну и звуковая сцена меня здесь тоже очень порадовала, поскольку она получилась широкой, с хорошей глубиной и очень легким и естественным восприятием всего музыкального пространства. И музыка здесь звучит прям свободно, открыто и совершенно не создает ощущения какой-либо замкнутости или скованности, как уже у темных или реально глухих по подаче наушников. А наоборот, здесь складывается такое впечатление, будто сцена в этих наушниках буквально дышит изнутри и позволяет каждому инструменту занять свое место. К тому же локализация достойная, поэтому вам очень легко ориентироваться в пространстве трека. В общем, сцена здесь прям отлично дополняет общий характер этих наушников и делает прослушивание, по сути, еще более увлекательным. Ну и в итоге я пришел к тому, что Nichi Hi-Fi 42 Quantum Wanderer — это очень драйвовые, энергичные и эмоциональные наушники, которые точно придутся по вкусу всем любителям открытого, детального и технически грамотного звучания. Они не пытаются завлечь вас каким-то огромным количеством раздутого басхедного баса, зато предлагают вам отличную прозрачность, впечатляющие высокие частоты, живую серединку и очень достойные технические возможности. И именно благодаря такому сочетанию слушать их лично мне было действительно интересно. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами, как всегда, был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.